Всем привет, друзья мои, всем здравствуйте. Пятую серию уже за сегодняшний день записываю по Ведьмаку. Безумно интересно, погрузился просто с головой в эту игру. Как у вас дела, что нового, что хорошего, как всегда, пишите в комментариях, а я пошел дальше чокать в игру. С вас, всегда, как всегда, ребят, лайк, подписочка, ну а мы продолжаем. Если что, это канал Hardplay, Hard Games, это наш второй канал. Так что, поехали. Всем приятного просмотра. Мое почтение, ведьмак. С чем же мы имеем дело? Что это за тварь? Ну, я уверен, это какой-нибудь леший какой-нибудь. Еще какая-нибудь шняга. Следы. Интересно, куда они приведут. Ни хера себе следы. Ёпта, страшно, вырубай. Чтобы раздробить кости, нужна недюжинная сила. С таким нет смысла мериться мускулами. Что за... Это вообще кто? Я Ну, не пойму, волк, сколько что ли? мне еще ждать? Нифига там проходит. Там и горение. Я говорю, мечи новые, конечно, просто сказка. Урон просто бешеный наносится. Просто бешеный. Колоссальный урон. Че, родной, баганулся? Че так? Че за чудик-то вообще? Кто это? Вот он. Точил когти. Или просто метил территорию. Блин, почему назад ведет? Где-то что-то пропустил, что ли? Я же здесь вроде все посмотрел. Что я здесь не увидел? А, Тонкие и глубокие разрезы, словно бритвой. блин, Это леший. Самец, очень старый. Зараза. Похоже, он выбрал кого-то в деревне. так, прочитать про лешего в бестиарии. Погнали. Так, где-то у нас вот здесь бестиарий. Слушай, леший будет жесткий. Это лишачиха. Не-не-не-не-не, это все не то. Химы. Леший, он, я сейчас скажу, к чему относится. Вот он. Ух, сука. В этом лесу не охотятся. Никогда. Хоть бы деревня с голоду помирала. Лешего можно встретить в густых древних лесах. Он живет в одиночестве, исключительно привязан к своей территории. И его крайне тяжело выследить. Пользуясь врожденной магией, он контролирует живущих на его территории зверей и растения. Ох, блять. Масло против реликтов. Так. А ну-ка. Где там у нас масла? Маслырии. Масло против реликтов. Но, к сожалению, у меня нет этой амелы. Ладно. Ну, я же прочитал. Алло. Эй. В смысле? Я же прочитал про него. Ну вот, леший. Во.
Так, поговорить с чуваками о лешем. Ну, поехали. Почему он его покрывает, мне интересно? Какие-то свои цели этот тип преследует, 100%. Может быть, конечно, фанатик обычный. Вижу, друзей у него было немного. Теперь люди не хотят смотреть на такую смерть. А в былые времена... Помню, когда я был маленьким, Лугас Заячья Губа пошел в набег на нашу деревню. И встретили его тут тишина и туман. Я едва видел моего отца и его братьев. Они за деревьями залегли. Они отлавливали одного воина за другим. А когда окружили Заячью Губу... Ох, лучше бы он встретил духа леса. Ваш дух — это очень старый леший. Он опасен, но, скорее всего, я с ним справлюсь. Справишься, значит? Но это он сделал нас непобедимыми, превратил нас в великих воинов. Может быть, я неясно выразился? Дух леса — чудовище. Если его ударить мечом, он истечет кровью и умрет, как ты или я. Он нечто большее. Благодаря ему леса полны зверей, а наши женщины рожают сильных детей. По милости духа леса мы стали лучшими охотниками на Ох, островах. блять. Ясно. Не каждый мальчик, который должен стать охотником, переживает священный ритуал. Это правда. Но разве ведьмаков делают иначе? Когда мы стояли у дерева, ты сказал, что есть другой способ сдержать лешего. Нужно вернуться на старую тропу, войти в чащу с ножом и копьем, провести поединок на равных и показать, чего мы стоим. С ножом и Это копьем? ему понравится. Что, дурак? Наши предки оставили в лесу камень примирения. Они возложили на него дар и тем самым заключили договор. Сделай то же, что и они. Ступай на юг вдоль ручья, пройди испытание духа и принеси ему жертву. Сожги в священном месте волчьи сердца. Это обычный Я леший. все еще думаю, что Какие делать. подношения? Я Если ведьмак. попробуешь убить духа леса, ты только навлечешь на нас его гнев. Да, конечно. Я еще подумаю. Будь здоров. Это обычный леший. Алло. Давай выслушаем второго чувака. Подношение. Сейчас бы ведьмак подношение делал лешему, алло. Осмотрел я следы в лесу. Ваш дух знает, как произвести впечатление на незваных гостей. Я говорил, что он любит убивать. Я почти уверен, что это очень старый леший. Так это выходит обычное чудище? Как я и говорил? Ну, не такой уж он обычный, на самом Не деле. такое уж обычное. Он очень опасен для деревни и для меня, если вы решитесь меня нанять. Золото найдется. Есть одна загвоздка. Леший выбрал одного из вас. Покуда этот человек живет в этих краях, монстра нельзя убить навсегда, он рано или поздно возродится. Это наверняка кто-то из старейшин. Должно быть Харри. Ты же его слышал? Одних Не слов факт. недостаточно, мне надо найти отметку. Люди тебе не поверят. Они не дадут обвинять своего. Найди этого меченого. А остальное я беру на себя. Надо понять, какую тропу отметил дух леса. Ну, посмотрим. Пусть твой топор никогда не затупится. Где же здесь искать-то? Мы служим той, что вечно девам. Мать и старуха. Молю тебя, Модрон. Я должен что-то найти человека отмеченного, типа этим. А мой отец бьет Он, скорее всего, где-то в домах. Я уверен, он где-нибудь спрятан. Гляньте! Может, даже пацан какой-нибудь. Типа для большего еще эпика. Здесь никого нет? Эй! Бля, знать бы, как эта метка еще выглядит. Вообще было бы великолепно. Любишь соленую селедку? Ага. А я ненавижу.
Бы шутканул бы я про селедку, но да ладно. У нас передача не об этом. Что же вы с этой чародейкой в саду Фрей Вы, мать, как натворили? увидеть Меченого? Как? В смысле, что ему там натворили? Ничего мы не натворили. Просто так получилось. Жизнь трещину дала. Дядюшка говорил, что у людей с большой земли... Ялмар сам ледяного великана убил. Не нужна была ему помощь. Давай, ёпта, расскажи мне, как ему помощь моя не нужна была. Куда? Ярлу представьтесь. Он здесь Любишь соленую властвует. селедку? А я ненавижу. Твою мать, На кто что же ты здесь? уставился? Все хочется пошутить, да... Сейчас культурнее, что ли, быть. Нордлинг? Ага, Нордлинг. Бля, на ком же он метину оставил, а? Ты что будешь делать? Может, реально на этом типочке? Ну, показывает искать, типа, Моё именно... почтение, ведьмак. Мое уважение, дружище, спасибо тебе огромное. Есть адекватные. Может, я какую-то хату пропустил, а? Блин, особо и по хатам-то рыпаться туда-сюда неохота. Что найти, блядь, человека-то, а этого? Молю тебя, Модрон, чтобы этот чертов кашель наконец прекратился. Может, здесь, в самом И там, центре? где зло найду, буду именовать его злом, Тебя, а Модрон, врагов не оставлю в чтобы покое. этот чертов кашель наконец Я не знаю. прекратился. Леший выбрал эту девушку. Зараза. А он ему, как же так? Шнурком хотите меня душить? Девушку. Голову стражника меч, и только я Бля, вроде черный. печально это. Ну, нашел уже, кто помогает чудовищу? Отмеченный сам не знает, что помогает ему. Он делает это ненамеренно. Мы с нашими старейшинами не сегодня познакомились. Каждый из них родную мать продаст, лишь бы чудищу понравится. А вообще, нечего языком трепать. Ты сам сказал, сперва надо убить дружка чудища. Нет, ну и, ребят, это девушка. Никого не нужно убивать. Достаточно, чтобы Меченый покинул деревню. Если он никогда не вернется, Леший не возродится. Слышали, что сказал ведьмак? Нужно изгнать старейшин, и будет у нас мир на все времена. Да не старейшин, Додик. Это не старейшины. Тогда кто? Девушка, с которой ты говорил. Надо изгнать ее, ты сам сказал! Но она же наша. Свен, ради блага деревни. Блин, а девчуля-то вообще на Прогоняйте самом деле её. ни в чем не И виновата. хорошенько ей разъясните, что она не сможет сюда вернуться. Никогда. Ты не пойдешь за ней? Я думал, она важна для тебя. Не суй свой нос в чужие дела. Я Базару сделал ноль. то, что должен был. Теперь твоя очередь. Все, услышал, родной. Больше вопросов вообще не имею. Пост дал, пост принял. Дядюшка говорил, Я тот, кто сейчас пойдет Лешего наказывать, или он меня? Стопудово клен мне Здесь понадобится. начинается земля Лешего. Прежде чем его искать, надо уничтожить все тотемы. Да, сейчас я так чувствую, будет такой просто аттракцион неслыханной щедрости, о котором вообще даже просто я мечтать нельзя. Не, ребят, к алтарю я не пойду. Давайте, что. Посмотрим сейчас, чем это закончится. Сейчас, мне кажется, такой будет квест какой-то, просто жесткий. О, начинается. Давай-ка, родной, мне вот без вот этого, вот эти вот страшилки мне тут свои не надо закидывать. И так страшно, что обосраться можно. Не ссыте, ладно, врагу не сдается наш гордый варяг. Будем до талого здесь топить. Что это может быть?
волки это могут быть. Очень много волков причем. В смысле, я жаль нажал, алло. Родной, все, тормозим. Так, знаете что, давайте-ка я пособираю всякие шкуры и все остальное. Ёпте. Меч, кстати, очень красивый. Да, с лешим я так чувствую, я сейчас долго буду возиться. Давай. То вообще волки прям охраняют. Спокуха. Отыскать лешего, идя на звук с помощью ведьмачьего чутья. Давайте отхилимся. Потом, наверное, я зачилю. Да нет, 3 должно хватить. F5. Сейчас я так чувствую, я реально беду накликаю. Родной. Здорово. Блин, меч у меня просто вообще пушечка. Сейчас заодно затестим мечи, поскольку дамажит. Блин, падла, он сейчас весь лес на меня натравит. Ну нахер. Нет, ну ты видел. Нет, ты видел, ты видел. Че, поехали, давайте. Чуть аккуратненько, аккуратненько, спокойно, спокойно. Так, минус. Родной, давай, давай, без вот этого. Ух, ёпта, вообще-то это не очень приятно. Ну, охереть, ты вообще какой-то просто... Ты хорош? Хорош кусаться, алло. Где ты? Где ты? Укусики. Где? Падла. Нифига там дамага в него влетела, бедолага этот. Он простенький, ребят, довольно. Его видно уже за... Ну да. Это просто жесть, какой урон. Мать, сколько ты этих волков на меня еще натравишь? Слышь, родной? Ты извиниться не хочешь, нет? Твою мать, еще волки, да ладно. Сдохни! Падла. Блин, как хорошо, что я броню новую сделал. Все, ему еще один прокаст и все. И он отлетает. Давай, 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 давай. Все, родной. Янки go home. Все, угомонились. Ух, трофей лешего сейчас будет круто очень смотреться. Сейчас там в деревне вообще просто все охереют, мне кажется. Что мы здесь натворили с вами. Не, ну мы, кстати, легкой довольно кровью отделались. То есть мы помогли деревне целой. Теперь в лесу смогут спокойно охотиться. Правильно, воины никого убивать не будут. То есть, ну кто там, волки только могут напасть. Если он олень и антилоп, тут немерено прыгает туда-сюда. А что дает? Что дает?
Виверна. Ну, как обычно, в принципе, ничего такого. Обычную прибавку к опыту. Слушай, неужели я так далеко убегал от деревни? Здесь я уже близко. Не, бронечка новые и мечи, конечно, себя просто показывают с наилучшей стороны, потому что прям просто они решают. Это что за жесть? Я не понял. Ха-ха-ха! Глядите-ка! Я говорил, что ведьмак справится. Что здесь случилось? Ты избавился от чудища, а мы от его союзников. Не бойся, уговор дороже денег. Ты свою плату заработал. Ты, мать твою, убийца. Ничего не изменилось. Лешего нет, а деревню по-прежнему держит в кулаке убийца. Твоя работа сделана, ведьмак. Ты выполнил свою часть договора, я свою. Думаешь, вся деревня пойдет за тобой? Люди охолонут и уразумеют, что надо было покарать виновных. Слышите? В моей деревне не будет править страх. Больше не будет убийств. Идите по домам. А ты, ведьмак, двигай лучше своей дорогой. Чудовищ тут больше нет. Мое почтение. Бля. Пусть твой топор никогда не затупится. Нахер, лучше бы я им не помогал. Жесть просто. Уже было сказано, что делать. Почему он... Что за, сука, дикари? Подожди, под покровом темноты это же не тот. Стоп, это не тот квест. Мы за солнечным камнем с вами топали. Меня тут такими тропами кознями ведут. Я надеюсь, тут больше леших нет. Слушайте, ну леший реально грозный противник. Это не простой какой-то типок, знаешь, из ниоткуда нарисовавшийся. Это прям такой конкретный товарищ. Так что на будущее надо будет аккуратнее с этими лешими. Блин, а где здесь дорога-то? Кто-нибудь мне не подскажет? Никто? Алло. Ну окей, деревню мы какую-то открыли. Я не знаю, ребят, но здесь не показана дорога дальше, но я думаю, что, наверное, сюда. Или нет. Или да. Вообще есть тропа-то наверх? Да, есть. Да. Вперед, плотва! Все правильно иду. Короче, давайте-ка здесь своим ходом пробежимся. Блин, обалденно сделали горную тропу. Обалдеть. Это этот дорога для этих, для сноубордистов или для тех, кто горными лыжами занимается. Почему мне вниз показывает? Алло. Нет, здесь без варика. Давайте. Давайте как люди пройдем по дороге. Почему-то дорога то вперед, то назад показывает. Ее глючит, что ли, так? Ну, ведь очень правильно идем. То с поселения в поселение прям прямой переход.
Сейчас в том поселении, кстати, порт откроем, и будет намного проще передвигаться. Слушай, я же правильно иду? Ну да. Там четенько иду. Не, я уверен, там где-нибудь какой-нибудь есть путь, конторам можно сократить дорогу, но зачем мне это нужно? А что я говорил? Нет нас права. Так, а ну-ка. Дайте-ка мы здесь. Я надеюсь, здесь порт открылся? Нет. Это печально, то, что он не открылся. Да ёпти, ты где мышавур-то этот? Алло. На какую-то верхотуру ползем. А, вот где порт. Каэр Мюэр. Бедный ты. Тоже вчера был. Я за тобой слежу. Следи. Держи в курсе, главное. Самое главное, вообще, самое важное. Ты ему отрезал? Что такое? Куда мы все поднимаемся-то? Мое почтение. Я не встану на колени перед Крайтом. Никогда, понимаешь? Лучше брататься с черными. Да я с призраками из Морхёга лучше побратаюсь, чем позволю Краху править Скеллиге. А что твои люди? Они пойдут за тобой, когда все ярлы назовут тебя предателем? Ты на моей земле, друид. Попридержи язык. Это измена, мой Как это хороший. назвать, если И не саботаж изменой? называется. Это ты лаешь, прежде чем укусить? Я могу тебе сейчас просто Крах башку прислал отрубить тебя и по кинуть мою ее с горы. голову? Ну так попробуй ее забрать. Взять их! Да? Я смотрю, родной. Из смелых, что ли? Ну, смотрите, парни, у меня... Хорошего понемножку. Вы смотрите... Понял, это откуда там? Что, драться расхотелось? Анимаю. Так, а ну-ка. Где там эти? Мамины лучники. И еще есть где-нибудь? Иди сюда. Давайте. Следующий. Вопросы еще есть ко мне? Нет какие-нибудь? Нормально, тоже неплохо. Так, братишки, а вот ваши мечики-то я, пожалуй, подрежу. Попробую с них вытянуть тот, который мне нужен ресурс. Не знаю, правда, из чего он добывается, но я уверен, это из легендарок добывается. Это 100%. Опа, аккуратненько. О, сейчас здесь, наверное, такие рамсы будут. Слушайте, а почему бы вообще здесь все у него не отоварить? Просто по полной программе его. О, что здесь кичиться, если это предатель? Извините, у вас есть, ребятки, свои правила. А у меня свои правила. Давненько я ничего не лутал. Если так без фанатизма пройдусь, что под руку попадется. Я так понимаю, там мышавуры опять напрягают, что ли, кто-то? Что это может быть?
Охренеть, что мы какая-то у нас очень жесткая тема получается. А попродаем, бабки нужны, а то что-то мы по деньгам в последнее время подпроседаем. Ты не посмотришь, успокойся уже. Загорелся парняга. Кто там? Просто жесть, что здесь творится. Я вам, знаете, так скажу, то, что здесь какая-то просто лютая содомия происходит. Просто лютейшая. Надо бы было сразу бафнуться, на самом деле. Я просто, если честно, не ожидал, что будет такая заруба. Я не ожидал, что он настолько тупой, что он пойдет против своего же народа, против своих же правил этого же народа. Поэтому... Не знаю. Ну, власть. Власть, ребята. Затмевает, по ходу дела, разум. Там мышавур втопил. Просто я не знаю, как... Стой, родной, сейчас я к тебе... Стараюсь тебя побыстрее догнать. Что-то ты так бежишь, прям... Догнал. Сейчас еще стража, да, будет стоять. Увы, ну хватит уже. Погодите. Это и правда смешно. Эти вообще ничего не это. Идем. Эти вообще спокойно стоят, они, мне кажется, даже не поняли, что произошло. Да, Геральт. Как видно, ни одна заварушка на Скеллиге не может обойтись без твоего участия. Жиза. Вовсе нет, я довольно много пропустил. Дитя Краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжег маленькую гражданскую войну. Бывает. С давних пор корону Скеллига Я не хотел. бывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами. Однако резня во время пира в Каэр-Трольде была совсем другим делом. Ее итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиге новую королеву. Жестко. Стало быть, клан Друмонд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, Крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лугасом. Сговориться? Только Крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лугаса много изменит. Его двоюродный брат, который станет ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнется и быстро закончится. Не знаю, Но ну тут зачем ты вернулся на Скеллиге? под вопросом. Как мы вообще поступили, правильно или нет? Ты знаешь что-нибудь о солнечном камне? Если верить легендам, он где-то на Скеллиге. Сперва маска Урабороса, теперь солнечный камень. Чудовища могут спать спокойно, раз ты стал искателем сокровищ. Я эльфами, а Энсида никогда не интересовался. Но есть один скальд, Эйвинд. Он, вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалинах. Где его найти? Сегодня? В Эренбьорне, без сомнения. Почему Еще сегодня? порасспросил овцов Жемчуга, Матиоса Рыбьи Жабры и Эрлинга. Последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Окей. Спасибо за помощь. Вот еще что, Геральт. Предки Матиоса и Эрлинга еще 100 лет назад там бы все растащили. Если бы не магические барьеры. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? В этот раз даже нескольких. Да хранят нас боги. Так, нужно теперь с ребятами встретиться, пообщаться. Пешочком пройдусь. Дольше сейчас в горку подниматься буду. Сейчас, ребятки, мышка зарядилась.
На 30 часов мышки хватает. Блин, очень удобно, конечно. То, что без провода ничего нигде не тянет. Не реклама, просто вот прохожу сейчас Ведьмака, просто безумно мне удобно. Слушай, лагерь бандитов, ну давай его сразу развалим. Там вроде как у них какой-то ништяки какие-то есть. 2, 3. Слышь ты, ёпта. Рифмоплет. Не стоит. Я у мамы. Рифмоплет. На, держи. Так, один работяга сгорел на работе. Что-то я какой-то нереально жесткий по урону. Просто нереально жесткий. Ну ладно. Вот на самом деле вот в таких вот, ребят, вещах и может быть то, что мы ищем для ведьмачьего снаряжения. Может быть это двемеритовая эта пластина и попадется на самом-то деле. Не зря я пешочком пошел. Кстати, купец. Подойди ближе, незнакомец. Да-да. Приветствую. Что хочешь? Давай посмотрим. Покажи. Кстати, у него 200 монет. О боже, да это просто... Это же карта? Пусть я разорюсь, но я куплю нормальные переходы, потому что уже просто... Просто это жесть, сколько мы туда-сюда ходим, ребятки. Это мы тратим огромное количество времени. И квестов, я так понимаю, еще на Скеллиге будет огромнейшее количество. Так что мое мнение, что мы сейчас... Да, вот таким вот макаром бабки свои вернем. Так, а вот это я, пожалуй, оставлю. Мы еще его, по-моему, и обули, если я не ошибаюсь. Так, а вот реликтовые вещи-то мы оставим. Подпридержим их. Вообще идеально просто. Бывай. И теперь мы давайте посмотрим, какое количество порталов нам открылось. Ну, везде, просто везде. То есть, если мы пойдем потом по знакам вопроса, просто везде все открылось. Все, что только вообще возможно. Все руины, все острова. Ну, просто идеально. Да, не жалею. Не жалею я денег. Еще пару этих лагерей разорим с вами, с бандитами, и все это дело окупится. Так что просто для того, чтобы было удобно путешествовать, я думаю, что я все правильно сделал. Здрасте, здрасте. Да, лошадка у нас, конечно, может так быстро очень скакать и очень долго. Очень долго. Потому что мы вот так вот с вами сейчас уже сколько пробежали? Наверное, весь низ карты пробежали. Ну, на природу тоже можно иногда посмотреть, поболтать о чем-нибудь. Жалко, что не на стриме, потому что сейчас бы на стриме было о чем поговорить. Всегда в такие минуты использую для того, чтобы лишний раз пообщаться как-то с аудиторией, что-нибудь спросить. Ну, там, на донатик ответить, еще на что-нибудь. Ничего страшного. Здесь, на самом деле, я не вижу, чтобы кто-то попадался. Здесь встречается группа волков. Так они время от времени что-то попукивают. Красиво подъехали. Не сейчас. Высматриваешь Нильфгаардский флот? Флот? А, да. Что-то там говорили, но у меня есть дела поважнее. По моим расчетам выходит, что именно сегодня легендарный белый кит Геворг пройдет у берегов Скеллиги. Я ждал этого всю жизнь. Чё? Что это за кит? Что это за кит? Он должен появиться, когда призраки сойдут с небес в волны, змей разбудит гнев моря, а ледяное чудище пожрет остров. Я буду первым бардом, который сложит о нем песни.
А проклятие Бардом. черного солнца в легендах ничего нет? Черное солнце? О чем это ты? Неважно. Давайте подождем. Давай высматривать его вместе, а ты заодно расскажешь, что знаешь про эльфские руины на Скеллиге. Прикинь, чувак всю свою жизнь смотрит в море для того, чтобы увидеть какого-то кита Есть и сложить какая-то о нем пещера, песню. до которой никому не удавалось добраться. И хорошо, что не удавалось. Иначе ее давно бы уже разграбили, как и все остальные. Эйвент, Да? я хотел тебя уверить, что собираюсь осматривать пещеру исключительно в научных целях. Научных? Давайте вот так сделаем. Я собираю материал для приключенческого романа. Хочешь написать о прибытии белых кораблей? Прекрасная мысль. Не Ты знаю, мог бы использовать прокатит или мой нет. перевод песни о Гелване и Дилиан. С большим удовольствием. Так где эта пещера? Реально белый кит, прикинь, был. К востоку от Каэртрольда. До нее можно добраться только со стороны моря. Боже, как мне Давай. жалко этого чувака. Удачи тебе с белым китом. Ты Он прикинь. появится сегодня. Обязательно появится. Ну подожди, Геральт, Алену, давай скажем, типу. Нельзя с ним... Сегодня точно. Господи, игра, да за что? Мне просто этого типа... Блин, надо все сундуки здесь осматривать. Мне просто этого типа жалко настолько стало, что это же... Это просто какое-то, сука, издевательство. Почему нельзя было ему сказать хотя бы напоследок, знаешь, типа, дружище, вообще-то уже он был там или еще что-то типа такого. Чуть... О, развлекалово. Приветствую, ты знаешь меня? Слышал. Полон мой друг со щенячьих лет. А ты ему жизнь спас. Я слышал, вы тут устраиваете... Верно слышал? Ну, короче, бои. Я готов, вообще не важно с кем. Я готов. Сейчас тупо в соло выйду. Сражайтесь без жалости. Помните о чести. Слушай, а ничего, что у него металлические накладки на руках? Алло. Да? Хотел меня на понт, что ли, взять? Хватит. Что это может быть? Опасно. Я просто побыстрее у него. Прям прилично побыстрее. У меня своя тактика работы с драчунами. В смысле? Алло, игра, а шо по реге ударов? А, да, у меня еще, кстати, 2 жизни, я тебе забыл сказать. Из-за перка. Геральт, скиталец, победил! Твою мать! Если кровь в тебе кипит, и ты по-прежнему жаждешь боя, можешь сразиться с Эйнором. Да давай. Кто там, Эйнор? 70 крон. Давай, плотва. Вообще идеально просто. Вместе веселее будет. Слушай, ну-ка тормозните-ка. Это же деревня целая большая. О, даже так. Ну-ка, давайте-ка здесь порядки проверим. Деревенька-то не маленькая. Ну да. И гляди-ка, чего море выбросило. Эй, ты! Из какого клана? Это типа местные Есть гопники? какого? Я с большой земли. есть что, Здесь пьют только воины Скеллиги. А если найду? Ты с какого района? Так что вы тут делаете? На воинов вы не похожи, скорее на пастухов. На Скеллиге каждый воин. Пусть даже родился в шалаше. Да я не А против. тебе этого Что не докопались-то? На большой земле каждый кому-то раб, Чё? кому-то ластится, как пес под столом объедки выпрашивает. Кто путешественника под свой кров не примет,
Тот стыдом себя Вот, покроет послушай и умного позором. человека. Или отец вас не учил? Поняли, Думай, нет? что говоришь о моем отце, Йорунд. Не то спать будешь под курганом. А ты, чужак, запомни. Здесь не Каэр Трольде, а мы не Анкрайты. Нам не нужны гости. Да пошел ты нахер вместе со своим другом. Тебя, значит, путники не раздражают. Меня раздражают глупцы. Неважно, откуда они родом. Уважение. Геральт из Ривии, ведьмак. Йорунд, сын Сигвальда. Если тебе не с кем выпить, садись со мной. Поделюсь медом и рассказами. Вы знаете, я, конечно, не фанат, но я считаю, нужно составить компанию, уважить человека. Проявить уважение надо к человеку. А как же он нас Что-то вы плохо выглядите. поддержал? Зайдите-ка в корчму, хоть меду выпейте. Ты кто? Островитянин, островитянин. А почему бы и нет, давайте. Да, Геральт. Эти двое ребят, которые ко мне прицепились. Кто они такие? Кори и Краки. С ними одни неприятности. Так же, как и с Лейфом, их отцом. А это кто? Интересная фигура? Это смотря кому. Если тебя интересуют лжецы и трусы, то очень даже интересное. Не, у нас их уже и так хватает. Я видел твое объявление. Подробнее можешь рассказать? Что у вас за чудовище? Может Я быть, будет так время у думаю, это Вемова. дух. Или еще какой морок. Он появляется на Эльдберге у маяка. Ох. Начиналось все безобидно. Однажды ночью маяк не зажегся. А без него корабли не могут безопасно пристать к Ой, вот Римбьорну. это, кстати, серьезно. Вот двое наших и пошли проверить, что случилось. Да, уже угадаю, остались. они не вернулись. Нет. И о Микеле смотрители маяка тоже ни слуху, ни духу. Позвал я пару мужиков, поплыли мы на помощь. Но когда мы уже были у острова, я повернул обратно, потому что на берегу я увидел призрака. Ты, наверное, думаешь, что я трус, но одним железом там не справиться. Единственное, что я мог сделать, собрать со всей деревни Но золото он для вообще просто награды. здравомыслящий. Как Тип, поможешь, будет твоим. принимаю заказ, не Я надо лишних посмотрю, денег. что удастся Давайте. сделать. Почему нет? Спасибо, Геральт. Хороший ты мужик. Блин, вообще от души просто топовый чувак. Давайте им поможем. Просто вот, я не знаю, чем-то он меня зацепил. Ух, ёпте, туда бежать. Подождите-ка. Сейчас разберемся. Я вообще хотел по ведьмачьим заказам, на самом деле, по всем прям пройтись. Давайте доделаем, ребят, основное, потому что будем очень часто отвлекаться. Я на твой счет. Так, а что здесь еще вообще у них было? Кузнец, говорите? У тебя рано? Мой отец тоже был такой бледный, папа. Что я тут забрался? Не высоковато ли? Здорово, дружище. Если глаза мои не врут, меня посетил сам Белый Волк. Воин, философ, герой-любовник. Кто-то наболтал тебе ерунды. Друг самого великого мастера Лютика. Великого О! мастера Лютика? Ну как же, он памятник тебе воздвиг прочнее, чем в бронзе. Когда ты встретишь его, Белый Волк, передай ему слова признания от Сигурда, самого преданного поклонника его таланта. Когда я его встречу, то скажу, что думаю о его фантазиях. Как можно обижать поэта? Я сам с кузнечного дела живу, но всегда мечтал ковать слова. Давай в гвинт. Ладно. Не Еще хочешь сыграть в карты? картеечку у тебя вытащу под конец серии. Блин, сколько мы, интересно, всего партий в гвинт сыграли. Вот мне вот, может, конечно, мне одному интересно это, но прям вот безумно интересно. Так, ну, здесь можно вот этого скипать, потому что карты не заролились нужные.
казни оставим. А что у него там, чудище, да? Здесь, кстати, можно попробовать семерку, на самом деле, скинуть. Вообще идеально. Если у него даже этот будет... Да, я знаю, как мы сделаем. Да, дружище, ты прикольных ты типов вызываешь, ничего не скажешь. Давайте сразу накину вот так вот. Угу. Бля, как же мне не хватает вот этой карты. Она и легендарка, и на 0. Просто идеальнейшая карта. Идеальнейшая. Угу. Чучело. Давай перекинемся. Я не против. Давайте на 15-чку загоню просто. 2 по 15. Ну, красиво. А ты неплох, дружище. Но, пожалуй, я сделаю вот так. Спасовал? Ну окей, пасуй. Он типа решил в этой, что ли, в этот заход прям накидать жестко. Ну, я вам так скажу, чем дольше он тянет, тем больше он будет выгребать. Прям конкретно дольше. Не, ну здесь он сейчас скинет все, что только можно, я уверен. Здесь сейчас просто будет закинуто. Сразу чекайте. Еще 2 карты. Ну, окей. Держи. Да нет, ну ему здесь не вытащить. Я говорю, они очень просто контрятся. Очень просто контрятся эти чудовища. Просто вообще элементарно. Я здесь тоже пойду all-in, потому что, ну, здесь, в принципе, терять-то нам нечего. У нас еще и тем более 2 мороза. Леший. Леший тоже, да, к чудовищам, получается, относится. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Имлерих. Неплохо. Неплохо. А, ну ты типа по полной здесь решил, что ли? Чигарить? Ну давай. Он сейчас какую-нибудь казнь кинет, я не удивлюсь. Но у него 5 карт, ребята, у меня 9. Казнь. Ну, чувак, такое себе. Ну давай. Не знаю, если у него, конечно, только не 2 казни. Тупо забайтил его. На казнь. Бля, жесткие карты. Ну, как-то так. Ты прям, я не пойму, ва-банк, что ли, ёпта, решил идти? Ну, давай, чё. Окей. Ля накидывает, дурачок. Смотри. Смотри, накидывает. Накидывай дальше, что я тебе могу сказать. Просто одним морозом сразу все законтрилось. Вообще все. Ну, достойная была игра. Спасибо. Блин, уже даже у обычных легендарки. Вообще обалдеть. Так, что ты мне там подогнал? Накер? Окей. Обычная такая довольно карта. Так, подождите, а поговорить с Эннифер? Мне далеко еще до нее? А, подожди, стоп. Мы сейчас проще сделаем. Что-то я отступил. Любишь соленый хлеб? Я не могу.
Так, здесь на чудище обязательно сделаем. Мы к этому вернемся, ребят. Напомните обязательно потом в комментариях, чтобы я вернулся вот к этому чуваку. Очень хочу ему помочь. Прямо вот максимально хочу. Все, погнали. И страшный морской дьявол. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый. Лучше вы. Идете куда-то? Цири говорит, что нам надо взглянуть на одно место на Скеллиге. Похоже, Авалак что-то от нас скрывает. Когда мы Опачки. вместе были на островах, Авалакх упоминал какую-то лабораторию. Ему надо было туда телепортироваться на минуту, чтобы что-то забрать, и он не захотел брать меня с собой. Странно он тогда себя вел. Довольно подозрительно. Ты права. И что, вы собираетесь просто Я ему не пробраться доверяю туда и особо. пошарить по углам? Да. Пойдешь с нами? Нет. Я сейчас к чуваку пойду. Где это? На маленьком острове между Ундвиком и Спикероугом. Придется сделать крюк. Я выяснил, что солнечный камень может быть в гроте на Артскеллиге со стороны моря. И там мне потребуется магическая помощь. Идите ищите лабораторию, а я осмотрю Артскеллиг. Потом, если хочешь, присоединяйся ко мне. Ты минуту назад говорил, что пока не привыкла к магической симуляции зрения. Разве? Бля, какие же они мутные здесь. Я и забыла, как она умеет выводить меня из себя. Пойдем, Цири. Мы будем ждать тебя там. Да вы меня с собой взять не хотите, а? Сраные магички, а? Что за народ за такой? Так. Подождите, стоп, солнечный камень. Да, это основной квест. Найти солнечный камень. Окей, F5. Ну что ж, друзья мои, была прикольная серия. Целых 50 минут мы тут с вами почилили. Надеюсь, прекрасно провели время. Удачи вам, ребят, берегите себя. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на все соцсети. Не забывайте приходить на стримы на канале Твича. Ссылочка внизу в описании. Это вообще самое главное. Удачи вам. Пока-пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.